А сегодня мы готовим моченые яблочки. Я сейчас хочу их сделать в банке трехлитровой. Почему? Потому что пока мы будем, это в ноябре аж бывает, солить капусту с яблоками, это будет очень долго. А яблоки мы очень любим. Поэтому беру банку, у меня есть уже рецептура на трехлитровую банку, и яблоки, самое главное яблоки, это должен быть golden. Можно и другие, вот мы семеринку заквашивали, ну это называется моченые яблоки, но вот этот сорт идеально подходит, очень вкусный, ароматный, и поэтому его используем. Итак, я в банку залезает. Опа, залезла. Ну, стараюсь взять, чтобы вместились целенькие вот такие яблочки. И наполняю вот так вот банку. Они уже у меня помыты. Это не хочет вмещаться. Хочу показать сам принцип, что нужно. Так, все, больше не вмещается. Но половинка не пойдет. Это нужно будет еще маленькая. Сам принцип вот этого процесса мочения яблок в банке. Значит, просто-напросто я набрала в банку и заливаю воду. Вот. Я еще потом доложу, подберу маленькие себе яблочки. Вот. Вот что мне нужно знать, сколько нужно воды. Вот не полная, потому что будет сахар и соль. Теперь я знаю, сколько мне надо. И вот эту воду назад из банки выливаю. Это вот количество воды, которая нужна будет для того, чтобы яблочки замариновались, замочились, заквасились. Вернее, заквасились. Далее, вот на трехлитровую банку мне надо 2 ложки соли сверху. Вот. И 3 ложки сахара. Тоже сверху. Столовые ложки большие. Вот таким образом. Яблоки Golden, они сладенькие. Я сейчас их, вот видите, они еще зеленоватые. Они кисло-сладенькие, очень вкусные. Значит, сахар, соль перемешиваем хорошенько. Ну, а еще в саму банку мы еще не все положили туда. Ну, пусть пока у нас оно все растворяется. Смотрите, что я еще использую. Вот такая вещь, которая называется ржаной солод. Когда-то, иногда, это вот готовил все время папа мой. Вот находили они ржаной солод, и тогда они использовали его. А если не находили солод, то использовали капусту. Вот смотрите, я специально приготовила вот такие листики. Мы очень любили с капустой. Для того, чтобы был вот этот аромат капустный, я сейчас вот таким образом, можно просто 1-2 листика. Вот. Капуста уже есть, созрела, вот такая она прекрасная капусточка. Хотя бы немножко, вот по бокам, вот заложим туда капусточку. Но настолько яблоки с капустой и капуста без яблок, вот они как будто бы вот созданы друг для друга. Теперь сюда же лавровый лист ложу. А вот сюда уже, вот в этот рассол, вы смотрите, почти что он уже готов. Надо, чтобы все растворилось. Я сюда тоже добавляю ложку сверху вот этого солода ржаного. Если чуть больше, даже очень хорошо. Вот этот аромат, необыкновенный вкус капусты и вот этого солода дает яблокам, ну, такой вкус, очень вкусно. Я как-то показывала, там снимала зимой, когда вытягивали мы яблочки. Мне кто-то написал, какие же они у вас красивые. Они не только красивые, они очень вкусные. Но если нет вот этого солода, тогда капуста у всех есть. Используйте еще листья капусты. Вы увидите, насколько капуста, вот, она дает такой вкус и аромат яблочкам. Они такое впечатление у меня, что они друг для друга родились на земле и растут для того, чтобы дополнить вот эту вкусовую гамму друг для дружки. Вот. Очень простой рецепт, быстро и доступно. Ну вот сахар у нас есть, все здесь уже внутри есть. И теперь я заливаю. Вот. Аромат и солод имеет. Вы знаете, ржаной солод, он такой вот, это тоже особый аромат есть у него. Вот, замечательно. Сейчас вот это все сюда.
Вот. Если нет солода ржаного, можно ржаные просто-напросто зерна. Я знаю, что бабушка даже колосочки ржаные с ржи собирала и сюда же добавляла. Ну что, я доложила еще сразу же яблочки. Еще кусочек вот капусточки. Закрываю обыкновенной крышкой. И вот такая красота у нас получается, видите? Вот этот солод, он опустится и будет прозрачное все, и капусточка, и будет вот это все работать. Я выношу сразу в погреб, потому что готовятся такие яблоки где-то 1,5-2 месяца, и у меня уже к декабрю месяцу будут вот такие вкусные моченые яблочки. Ну и чем хорошо, что 3-литровые банки вот сегодня заложила, дату еще надо написать, вот, потом следующие. И так вот через неделю, через 2 у меня будет все время возможность доставать вот эти красивые вкусные яблочки и потом лакомиться, когда уже наступают холода. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик готовят моченые яблоки, очень вкусные, квашеные моченые яблоки на зиму и делятся с вами своим опытом. На этом мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. Готовим следующее. Пока-пока. Приятного аппетита!